Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости. Если вы родились под знаком Овна, то вы наверняка уже ощущаете свою уникальную силу, энергетику и непреодолимую тягу к победе. Но задумывались ли вы, как эти качества влияют на ваше финансовое состояние? Сегодняшний ролик откроет вам тайны, которые помогут вам направить свою неистощимую энергию в правильное русло и достичь финансового успеха. Мы расскажем, как перестать импульсивно тратить деньги, научиться привлекать богатство и использовать астрологические знания для создания финансового благополучия. Этот ролик не только откроет вам новые горизонты, но и вдохновит на действия. Досмотрите до конца, и вы узнаете, как стать по-настоящему богатым и успешным Овном. Овны находятся под влиянием Марса, планеты, олицетворяющей энергию, страсть и действия. Это делает представителей этого знака энергичными, решительными и настойчивыми. Но Марс также склоняет Овнов к импульсивным решениям. Овны часто действуют по наитию, движимые моментом, и это может стать их слабостью в финансовой сфере. Ключ к финансовому успеху для Овнов – научиться управлять этой неуемной энергией и использовать ее в нужных направлениях. Овнам нужно научиться выдерживать паузу перед принятием решений, особенно тех, что касаются денег. Ведь поспешные шаги могут привести к неожиданным расходам, которые разрушают финансовую стабильность. Спонтанность – одна из главных характеристик Овнов. Это качество часто помогает им в жизни, но в финансовом управлении может стать настоящей ловушкой. Как часто вы покупаете что-то без раздумий, просто потому что вам этого захотелось прямо сейчас? Овны склонны к таким импульсивным тратам, и это становится их основной проблемой. Чтобы преодолеть эту черту, важно научиться контролировать свои желания. Одним из лучших способов избежать ненужных расходов – это планирование. Создайте себе бюджет, разделите его на категории и старайтесь придерживаться плана, несмотря на соблазны. Это поможет вам накапливать деньги и избежать долгов, ведь контроль над расходами – первый шаг к богатству. В астрологии и нумерологии особое значение имеет число 9, ассоциируемое с Марсом. Это число олицетворяет активность, динамику и лидерство, что идеально отражает сущность Овна. Если вы хотите добиться успеха в финансах, постарайтесь интегрировать это число в свою жизнь. Например, начинайте важные дела 9 числа или в дни, когда сумма дат сводится к 9. Это может быть успешное начало бизнеса, подписание контрактов или вложение денег. Такие дни будут поддерживать вашу внутреннюю энергию и придавать вам уверенности, помогая принимать более взвешенные решения. Камни-талисманы играют огромную роль в жизни Овнов. Рубин и красный коралл – это не просто красивые украшения, это мощные энергетические инструменты, способные усилить внутреннюю силу и сосредоточенность Овнов. Рубин наполняет своего владельца уверенностью и решимостью, что помогает в принятии трудных финансовых решений. Этот камень усиливает лидерские качества и привлекает успех в делах, связанных с карьерой и властью. Красный коралл, в свою очередь, укрепляет здоровье и защищает от негативных воздействий. Он помогает сохранить внутреннее равновесие и избежать ошибок в финансовой сфере, которые часто возникают из-за эмоциональной нестабильности. Металл, соответствующий Овнам, это железо. Сила и стойкость железа идеально резонируют с природой Овна. Украшения или предметы из железа могут стать вашим талисманом в финансовых делах. Носите железные кольца или браслеты, держите небольшие железные предметы на рабочем столе. Это поможет вам сохранять дисциплину и концентрацию. Железо символизирует непоколебимость, способность преодолевать трудности и оставаться верным своим целям. Эти качества необходимы Овнам, чтобы сохранять устойчивость в мире финансов, где часто требуется терпение и выдержка. Цвета также влияют на наше состояние и принятие решений. Красный цвет, символизирующий Марс, идеально подходит для Овнов, однако его чрезмерное использование может усиливать импульсивность. Чтобы сбалансировать эту энергию, добавьте в свою жизнь больше зеленого цвета. Зеленый – это цвет природы, гармонии и роста. Он помогает Овнам успокаиваться, сосредотачиваться и принимать более взвешенные решения. Используйте зеленый цвет в оформлении своего рабочего пространства. Носите зеленые аксессуары или добавляйте зеленые элементы в свою одежду, чтобы сбалансировать огненную энергию Марса и привлекать финансовое процветание. В астрологии символическим животным Овнов является баран. Это животное олицетворяет настойчивость, смелость и силу, и эти качества должны стать основой вашей финансовой стратегии. Как баран пробивает себе путь сквозь преграды, так и Овны могут достигать своих финансовых целей, если не отступают перед трудностями. Вам важно выработать привычку двигаться к своим целям постепенно и методично, не обращая внимания на временные неудачи.
Долгосрочные цели требуют времени и усилий, и если вы проявите настойчивость, успех неизбежно придет к вам. Финансовое планирование – это основа стабильного будущего. Для овнов это может быть вызовом, ведь планирование требует терпения и дисциплины, чего порой не хватает этому знаку. Однако именно планирование поможет вам добиться финансовой независимости. Разработайте бюджет и старайтесь его придерживаться. Учитывайте свои доходы и расходы, откладывайте деньги на будущее. Важно понимать, что даже небольшие суммы, откладываемые регулярно, со временем могут превратиться в значительный капитал. Это поможет вам избежать долгов и накопить средства на крупные покупки или инвестиции. Лунный календарь – мощный инструмент для планирования финансовых дел. Луна управляет нашими эмоциями, а значит, она влияет на то, как мы принимаем финансовые решения. Для овнов особенно важно учитывать фазы Луны при планировании крупных расходов или инвестиций. В периоды растущей Луны благоприятно начинать новые проекты, вкладывать деньги и совершать большие покупки, ведь энергия роста поддерживает ваши начинания. В период убывающей Луны лучше избегать крупных трат и сфокусироваться на погашении долгов или планировании будущих расходов. Это поможет вам максимально эффективно использовать свою энергию и избежать ненужных финансовых потерь. Важное значение в финансовой жизни овнов имеют транзиты планет. Юпитер, планета удачи и расширения, часто приносит с собой возможности для увеличения доходов и финансового роста. Когда Юпитер проходит через ваш солнечный второй дом, связанный с деньгами и ресурсами, это время для активных действий, вы можете расширять бизнес, вкладывать деньги или искать новые источники дохода. Однако не стоит забывать и о транзитах Сатурна, которые могут внести ограничения и потребовать строгого контроля над финансами. Сатурн учит нас дисциплине и осторожности, поэтому в его периоды лучше избегать рисковых вложений и сосредоточиться на укреплении существующего финансового фундамента. Нумерология также помогает овнам управлять своими финансами. Если ваше жизненное число 1, 4 или 9, то вы обладаете сильной энергией и лидерскими качествами, что помогает вам привлекать деньги. Однако важно не забывать о балансе, ведь излишняя самоуверенность или стремление к риску могут привести к финансовым потерям. Постарайтесь использовать благоприятные числа в своей жизни, например, выбирайте дни с числами 1, 4 или 9 для принятия важных решений или начала новых проектов. Это поможет вам синхронизироваться с энергиями Вселенной и добиться успеха. Практика визуализации – это мощный инструмент, который помогает овнам привлекать деньги и реализовывать свои финансовые цели. Регулярно представляйте себя в окружении достатка, успеха и процветания. Воображайте, как деньги легко приходят к вам, как ваши финансовые дела складываются удачно. Создавайте в своем сознании картину, где вы обладаете всеми необходимыми ресурсами для достижения своих целей. Эта практика усиливает вашу уверенность в себе и помогает притягивать нужные события в вашу жизнь. Откладывание денег – это основа финансового благополучия, особенно для овнов, склонных к риску. Начните с малого, создайте себе привычку откладывать хотя бы 10% от каждого дохода. Со временем эта сумма станет значительной и поможет вам чувствовать себя увереннее в будущем. Овнам важно учиться дисциплине, и регулярное откладывание денег – это один из лучших способов развить это качество. Это не только поможет вам создать финансовую подушку безопасности, но и откроет двери к новым возможностям и инвестициям. Давайте не будем забывать о том, что деньги – это энергия, и она должна течь свободно. Если вы чувствуете, что деньги не задерживаются у вас, это может быть связано с энергетическими блоками. Овнам важно научиться отпускать негативные эмоции, связанные с деньгами, такие как страх или зависть. Практика медитации или йоги поможет вам очистить свое сознание и настроиться на позитивные вибрации. Регулярно проводите очищающие ритуалы, такие как очищение пространства от ненужных вещей или использование благовоний. Это поможет вам создать пространство для привлечения новых финансовых возможностей. Путь к финансовому благополучию начинается с изменения мышления. Овны должны научиться видеть деньги не как цель, а как инструмент для достижения своих мечтаний. Развивайте позитивное отношение к деньгам, не бойтесь говорить о них, планировать их и инвестировать в свое будущее. Помните, что деньги приходят к тем, кто умеет ими управлять. Изучайте основы финансового планирования, учитесь у успешных людей, инвестируйте в свое образование. Чем больше вы знаете о деньгах, тем легче вам будет привлекать их в свою жизнь и использовать во благо. Финансовая грамотность – это ключ к успеху для овнов. Постоянно учитесь новому, ищите информацию о том, как лучше управлять своими средствами. Знание – это сила, а для овнов, которые любят действовать, важно иметь четкий план и стратегию.
Прочитайте книги по финансам, посетите семинары, изучайте опыт успешных людей. Чем больше знаний вы приобретете, тем легче вам будет принимать взвешенные решения. Овнам важно чувствовать, что они контролируют ситуацию, и финансовая грамотность даст вам этот контроль. Астрологические транзиты играют важную роль в жизни овнов, особенно когда речь идет о финансах. В периоды, когда Марс занимает сильные позиции, например, проходит через ваш знак или второй дом, это время активных действий и начинаний. Используйте эти периоды для запуска новых проектов, поиска дополнительных источников дохода или заключения выгодных сделок. Однако, если Марс находится в напряженных аспектах с Сатурном или Плутоном, будьте осторожны. В это время лучше избегать крупных вложений и рисков, чтобы не потерять деньги. Важно прислушиваться к астрологическим советам и учитывать влияние планет в своей финансовой стратегии. Ритуалы и обряды, связанные с финансами, могут существенно усилить ваши шансы на успех. Например, в дни новолуния проведите ритуал на привлечение денег. Для этого зажгите красную свечу, возьмите монету и сосредоточьтесь на своих финансовых целях. Представьте, как деньги текут к вам, как ваши финансовые проблемы решаются. Этот ритуал помогает направить энергию в нужное русло и усилить притяжение богатства в вашу жизнь. Для овнов, склонных к действиям, такие ритуалы могут стать полезным инструментом, помогающим сосредоточиться на своих целях и активировать внутренние резервы. Не забывайте о щедрости, но будьте внимательны, чтобы она не переросла в расточительство. Овны по натуре щедры и любят помогать другим, но важно находить баланс между дарением и накоплением. Помните, что деньги – это энергия, и если вы будете разумно делиться ею, она вернется к вам с удвоенной силой. Не стоит бояться инвестировать в благотворительность или помогать другим, но делайте это с умом. Научитесь управлять своими ресурсами так, чтобы щедрость приносила пользу не только другим, но и вам самим. Здоровье – один из важнейших факторов финансового благополучия. Овны обладают огромным запасом энергии благодаря Марсу, но важно уметь ее правильно использовать. Занимайтесь спортом, медитируйте, следите за своим питанием. Отменное здоровье – это основа успешных решений и действий. Когда вы находитесь в гармонии с собой, ваши финансовые дела идут лучше, и вы легче принимаете правильные решения. Помните, что забота о здоровье – это не только вклад в долгую жизнь, но и в долгосрочное финансовое благополучие. Баланс между работой и отдыхом – еще один ключевой аспект успешного финансового управления для овнов. Этот знак зодиака склонен работать на износ, что может приводить к эмоциональному выгоранию и снижению эффективности. Но если вы научитесь правильно распределять свое время, то избежите этого. Планируйте не только рабочие задачи, но и время для отдыха, хобби и общения с близкими. Это поможет вам восстанавливать силы и сохранять ясность ума, что необходимо для принятия успешных финансовых решений. Один из важнейших советов для овнов – доверяйте себе и своим решениям. Вы – лидер, и ваши природные качества помогут вам добиться финансового успеха, если вы научитесь использовать их с умом. Не бойтесь брать на себя ответственность, проявлять инициативу и двигаться вперед. Помните, что путь к богатству – это марафон, а не спринт. Терпение, последовательность и вера в свои силы – вот что поможет вам достичь своих целей. Развивайте свои таланты, учитесь на ошибках и продолжайте идти вперед. Финансовый успех придет к вам, если вы будете уверенно следовать своему пути. Если вам понравился этот ролик, обязательно подпишитесь на канал Астрология Мудрости. Мы регулярно публикуем полезную и интересную информацию, которая помогает вам улучшить свою жизнь с помощью астрологии. Поставьте лайк, если хотите видеть больше роликов на тему финансовой астрологии, и оставьте комментарий. А если мы наберем 5000 лайков, я расскажу о том, как развить скрытые возможности людей, рожденных под знаком Овна. Не упустите возможность узнать больше о секретах астрологии, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему.